Приветствуем вас на очередном выпуске серии «Женщины международного права». Это серия интервью с женщинами, которые добились выдающихся успехов в такой непростой сфере, как международное публичное право. И сегодня наша гостья Элина Леонидовна Морозова. Это исполнительный директор Международной организации космической связи «Интерспутник». Элина Леонидовна, добрый день. Спасибо, что согласились принять участие в нашем интервью. По традиции для начала просим рассказать немного о себе, о своем карьерном пути. Где вы родились, где учились? Прежде всего, добрый день и большое спасибо за приглашение. Рада присоединиться к этому интересному и важному проекту. Я родилась в Риге, в Латвии. Наша семья переехала в Россию в 1993 году. В 1999 году я закончила школу, и встал вопрос о высшем образовании. Была выбрана специальность юриспруденция. В то время достаточно часто выбирали право, менеджмент, финансы. Готовилась поступать в МГУА, Московскую государственную юридическую академию, посещала курсы подготовительные. И уже в год поступления узнала, что Всероссийская академия внешней торговли при Министерстве экономического развития набирает первый курс студентов-очников на международно-правовое направление. И было принято решение поступать в оба вуза. В оба вуза поступила, но выбор пал на Всероссийскую академию внешней торговли. Туда пошла учиться на международно-правовой факультет. Обучение вспоминаю с большой благодарностью и теплотой. Наверное, мы должны были стать первым важным выпуском. Студенты должны были быть высокого уровня подготовки. У нас были прекрасные преподаватели и из ВАФТ, и те, которых приглашали из других вузов. Дисциплина была на высочайшем уровне. Пропустить какое-то занятие было невозможно. И тогда не была распространена практика совмещения учебы и работы. Так что по полной программе 5, а то и 6 дней в неделю, очень много предметов и по международному праву, и по национальному российскому праву нам преподавали. Также была очень серьезная языковая подготовка. 2 иностранных языка были обязательными. Первый иностранный язык был особенно важен. Много было занятий по нему. По окончании получила диплом юриста со знанием иностранного языка, английского, по направлению международное право. Расскажите о том, как вы начали свою профессиональную деятельность. Заканчивая обучение, уже на последнем курсе я начала работать в крупной российской телекоммуникационной компании. Работать начала в юридическом отделе, преимущественно занимаясь договорным правом, но также корпоративным сопровождением бизнеса. Это собрание акционеров, советы директоров, эмиссия ценных бумаг, одобрение сделок. На самом деле очень интересное направление. Меня оно достаточно серьезно увлекло, и я получила дополнительное образование по корпоративному праву. Также стало достаточно быстро понятно, что требуются знания из других отраслей. Поэтому в 2005 году поступила на второе высшее экономическое образование, поступила в ту же Всероссийскую академию внешней торговли и в 2008 году выпустилась с дипломом экономиста со знанием иностранного языка. А как вы познакомились с международным космическим правом? Как вообще попали в эту отрасль? На самом деле попала по абсолютной случайности, счастливой случайности, могу сказать. Когда встал вопрос о смене работы, и я начала искать разные варианты, получилось так, что председатель совета директоров той телекоммуникационной компании, в которой я работала, поменял место работы. Мне нужно было традиционно отвезти документы на подпись, и я просто понимала, что мне нужно ехать по другому адресу, ехать в Интерспутник. Тогда о Международной организации космической связи Интерспутник я знала немного и не знала, какую должность занимает, соответственно, председатель совета директоров, к которому я еду. И помимо рабочих документов на стол я положила свое резюме со словами, что это моя личная просьба. Какую неловкость я испытала, когда я узнала, что это был генеральный директор, что выбрали нового генерального директора, и свою личную просьбу о приеме на работу я адресовала ему. Конечно, если бы я знала об этом заранее, я, наверное, бы не осмелилась это сделать, но уверена, это было бы ошибкой, потому что, конечно, вся моя профессия связана напрямую с работой в Интерспутнике. Через несколько месяцев меня пригласили на собеседование. Могу сказать, что, наверное, это было самое сложное, самое продолжительное собеседование из всех тех, которые у меня до этого были. Но, опять же, так много факторов совпали, удовлетворили и
моя выпускная работа по воздушному праву, международному воздушному праву, казалась там этажом выше, и вот оно уже космическое, то есть какая-то связь была. При этом международное воздушное право я выбирала не как специализацию, не как дело, которым я бы хотела заниматься. Ребята заразили любовью к авиации, поэтому тоже в определенной степени выбор был не столь осознанный. Также пригодился опыт работы в телеком-компании, потому что Интерспутник занимается связью, спутниковой связью. Это сыграло свою роль. И даже вопрос на смекалку, который мне задали, почему-то по российскому корпоративному праву, который к Интерспутнику никак не применяется, я на него ответила с легкостью, потому что только вот закончила дополнительное образование по корпоративному праву. В итоге меня приняли на работу, я была очень рада. Естественно, повторю, что не осмелилась бы повести себя так же, зная все детали, но сейчас понимаю, что, наверное, те выводы, которые можно сделать, не стесняться предлагать себя как соискателя, ценить те знания, которые можно получить, потому что в конечном счете это именно то, что помогло. Немножко удачи, счастливых случайностей, но, опять же, и те знания, которые были. Конечно, проверяли отзывы обо мне и во Всероссийской академии внешней торговли. У меня, что называется, красный диплом, отзыв был положительный. И вот так вот я начала работать в Интерспутнике. Это был 2005 год, мне было 23 года. Конечно, я была только начинающим специалистом. Исходя из чего и как вообще вы выбирали направление, в котором нужно развиваться? То есть что вам подсказывало, на что вы ориентировались, выбирая новое образование, новый опыт? Здесь, наверное, подсказывала как раз та работа, которой я занималась. Хотелось разбираться в вопросе полностью. И в какой-то момент не хватало как раз, например, экономических знаний, или хотелось получить более глубокие знания по корпоративному праву. Также уже занимаюсь международным космическим правом. Бывает, обращаешься к другим отраслям международного права, где чувствуешь, что не хватает знаний для проведения более полной аналогии. Здесь, скорее, наверное, та работа, которую ты делаешь, она и подсказывает, где этих знаний не хватает. Здесь, наверное, важно вот это профессиональное любопытство, когда ты хочешь понимать процесс от и до. Тот вопрос, которым ты занимаешься, понимать его от и до. Даже какие-то, не побоюсь этого слова, технические составляющие, применительно к международному космическому праву, например, для того, чтобы понимать, почему спутники на геостационарной орбите и спутники на низких околоземных орбитах регулируются немного по-разному. Необходимо понимать и что отличает систему спутниковой связи на той или иной орбите, потому что, как правило, объяснение всегда есть, иногда оно имеет под собой какую-то техническую базу. Эти знания, конечно, тоже хочется и полезно получать, и независимо от того, каким направлением мы занимаемся, знать это направление изнутри, со стороны разных специалистов, наверное, важно. Можете рассказать про какие-нибудь интересные, необычные кейсы из практики? Был интересный случай. У нас была командировка в одну из стран, с которой мы обсуждали возможность реализации совместного спутникового проекта. Простыми словами, речь шла о том, что государство хотело присоединиться к космическому клубу, запустить свой собственный национальный космический аппарат. Для этого требовалось подобрать подходящую спутниковую орбиту, радиочастотный ресурс, производителя спутника, поставщика пусковых услуг, то есть кто будет осуществлять запуск. И само это государство на тот момент не являлось стороной конвенции о регистрации. Вот как раз один из договоров по космосу. То есть, по большому счету, не имело обязанности регистрировать запускаемые космические аппараты. И речь шла о том, что произведенный спутник должна была запустить компания, частная компания из другого государства, которая, в свою очередь, требовала, как условие запуска, обязанность зарегистрировать спутник. И получилась достаточно интересная ситуация, что с точки зрения применимого международного космического права государство не было обязано это делать, не являясь стороной конвенции о регистрации. Но вопрос стоял очень просто. Хочешь в космос? Прими более высокие обязательства на себя. И здесь, наверное, этот случай был интересен тем, что показал роль частных акторов, которые не являются творцами международного права и, по идее,
от них не ожидаешь возможность как-то участвовать в имплементации в том смысле, что обязывать другие государства вести себя каким-то образом. Но на практике получилось так, что действительно для того, чтобы проект состоялся, государству требовалось бы принять на себя определенные обязательства. А расскажите, какие сейчас есть возможности для работы в Интерспутнике для молодых людей? Могу сказать, что в той службе, которая занимается непосредственно вопросами международного права, международного космического права, это международно-правовая служба, сейчас 3 ребят, и все ребята пришли в Интерспутник не по рекомендациям, ну, что называется, с улицы в хорошем смысле этого слова. Это ребята, которые учились в российских университетах, сами они из разных городов, которые интересовались международным космическим правом и искали, где бы им можно было пройти практику, стажировку, находили информацию об Интерспутнике и сами приходили к нам для получения вот этого опыта. Конечно, через Интерспутник в плане стажировок прошло большое количество ребят. Мы отбирали самых лучших, с хорошими знаниями, с интересом к работе, с ответственностью. И получилось так, что все те ребята, которые приходили на практику, сейчас и составляют персонал нашей международно-правовой службы. И сегодня это специалисты высочайшего уровня, поскольку работа в Интерспутнике, она требует знания не только международного космического права. Это одна из составных частей нашей работы с учетом статуса организации, необходимости поддерживать отношения с государствами-членами и системой ООН, включая Комитет ООН по космосу, Международный союз электросвязи. Но также, что достаточно уникально, Интерспутник занимается вполне себе, что можно назвать коммерческой деятельностью, и это предусмотрено уставными документами Интерспутника. То есть осуществляет деятельность как спутниковый оператор, предоставляя за плату каналы связи. А это значит, что то же самое договорное право российское и некоторых иностранных юрисдикций, административное, налоговое, трудовое, все это необходимо знать. Соответственно, у ребят очень высокий уровень и международного права, и российского права. Кроме того, языки обязательно, рабочими языками дирекции являются английский, русский, и их знания в совершенстве — это абсолютное требование. Но официальных языков в Интерспутнике больше, и, например, ребята, как второй иностранный, берут кто-то испанский, кто-то немецкий, кто-то французский. Поэтому, конечно, это тоже очень важно. Даже уровень владения русским и английским языком требуется достаточно высокий, с учетом той переписки, которую мы ведем, это дипломатическая переписка, тех документов, которые мы готовим и отправляем во все страны-члены. Конечно, не каждую заявку мы принимаем, но каждую заявку мы рассматриваем. Я хочу сказать о том, что, наверное, стоит пробовать обращаться в те организации, компании, которые интересны. Даже если это происходит без поддержки университета, мы рассматриваем и электронные письма, которые приходят на общий адрес. Конечно, мы смотрим по содержанию. Если мы видим, что соискатель знает, что за организацию, точно знает, какой опыт он хочет получить, и показывает свой интерес к этим направлениям, мы понимаем, что не так много тех организаций, которые могут предоставить доступ к определенным материалам. Мы готовы поделиться этим доступом, этими знаниями, но когда мы видим, что рассылки, что называется, веерные, когда мы видим, что ребята, наверное, даже не понимают, куда они обратились, конечно, такие обращения мы не рассматриваем. А ребятам, которые в международном космическом праве вообще хотят развиваться, работать, помимо Интерспутника, где еще можно им, не знаю, наработать какую-то экспертизу, себя попробовать на конкурсы, мудкорты, что угодно? Есть ли что-то еще, где можно себя подготовить, так скажем, и повысить свой уровень? Прежде всего, конечно, участие в мудкортах, других конкурсах, конференциях. На мой взгляд, это очень важная составляющая развития. Такое участие дает возможность трезво оценить себя. Можно быть лучшим в группе, лучшим на курсе, лучшим в городе, но это не дает полное понимание того, кто сверстники, кто конкуренты в этой профессии, в этом направлении. Такого рода конкурсы, они, конечно, дают понимание, на каком зачастую очень высоком уровне сейчас готовятся и выпускаются ребята. Я помню первый раз, когда меня пригласили судить мудкорт по международному космическому праву, я была абсолютно поражена тем уровнем работ,
который готовят на конкурс, тем объемом времени, усилий и знаний, которые ребята делятся, которые вкладывают. Конечно, это невозможно не отметить, и опять же, даже там те же привлеченные судьи, просто другие специалисты, которые участвуют в мероприятии, они тоже видят всех этих ребят, и у нас тоже есть опыт, когда там по результатам конференций хороших ребят я сама приглашала на практику. Это тоже дает дополнительные возможности для развития. Те же конференции, которые дают возможность опробировать свои тезисы, свое умение аргументировать свои тезисы, свое умение слушать вопросы и отвечать на них. Это, конечно, очень важно и помогает развиваться. Что касается других направлений, где можно проходить практику, стажировку по международному космическому праву, первое, что приходит в голову, конечно, если есть такая возможность, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Роскосмос. Но надо понимать, что сейчас космическая деятельность становится все более и более доступной широкому кругу лиц, появляются и развиваются частные компании. Это все требует экспертизы, и такой же экспертизы требуют уже, например, от юридических фирм, которые набирают в свой штат специалистов по международному космическому праву. Наверное, это не позитивно, но это неизбежно. Чем активнее деятельность, тем большее количество споров будет рассматриваться. Опять же, это означает, что эти экспертизы важны. Страховые компании, которые занимаются страхованием космических рисков. Конечно, там нужны тоже специалисты, которые понимают тематику и те виды рисков, и как их эффективно можно застраховать. Это очень интересно. Кстати, наш разговор постоянно возвращается и кружится вокруг молодых людей и студентов. Я знаю, что вы не только посвящаете свое время работе и участию в конференциях, вы еще и находите время на преподавание. Это тоже очень интересно. Расскажите, почему вообще решили посвятить свое время этому, потому что это все-таки, я предполагаю, очень трудозатратная деятельность. Не знаю, насколько благодарны. Можете сказать об этом? Преподавание – это дело для души. Попала я в эту сферу по приглашению моей хорошей коллеги и доброго друга Шестаковой Ксении Дмитриевны, думаю, вам тоже хорошо известный. Ксения Дмитриевна руководит магистерской программой по направлению международное публичное право и пригласила меня разработать и преподавать курс по международному космическому праву и праву телекоммуникаций. Это, конечно, огромное доверие, которое мне было оказано и которое я с радостью согласилась оправдать. Я не занималась академической деятельностью, я всю свою жизнь практикующий специалист. И для меня это было как возвращение со студенческой скамьи спустя много лет, но по другую сторону. Разработка этого курса действительно потребовала много усилий, поскольку позволила систематизировать те знания, которые уже были. Это была очень полезная работа. И с 2020 года я начала преподавать этот курс в магистратуре СПбГУ. Первый опыт и первый курс были самыми для меня сложными. Во-первых, действительно, это большое количество времени, которое потребовалось для подготовки к занятиям, для формирования программы. Я, поскольку привыкла участвовать в конференциях, сопровождаю свои выступления слайдами. Одно дело выступление на 20 минут, а другое дело курс, целый курс. Я оценила, конечно, какое серьезное дело делают наши преподаватели, потому что сначала не понимала, когда Ксения Дмитриевна мне говорила, больше 2 пар за день не берите. Я думаю, хорошо, не буду брать больше 2 пар, а это, там, по 1,5 часа каждая пара, соответственно, там 3 часа говорения без перерыва. Я думаю, говорила же я по 20 минут, чуть больше поговорю. После первых занятий, наверное, я сутки просто молчала, потому что наговорилась настолько. Это сложная работа, поскольку требует постоянной сосредоточенности на том, что ты говоришь, что ты скажешь следующее. И даже попытка подумать о том, что ты скажешь дальше, иногда приводит к тому, что начинаешь оговариваться, там в космос у тебя летит не спутник, а резолюция. Такого плана, конечно, были забавные моменты. Сейчас как раз в ближайшие дни я начинаю с новой группой преподавать этот курс уже в 5-й раз. Так что сейчас мне, конечно, уже дается легче это дело. Работа все-таки очень благодарная, хочу сказать, отвечая на ваш вопрос. Во-первых, приятно видеть интерес у ребят.
особенно международное космическое право, не в полной мере понятно, что это, о чем это и насколько это вообще нужно. А когда ребята понимают, что с международным космическим правом они сталкиваются, по большому счету, в повседневной жизни на постоянной основе, понимают все те преимущества, которые человечеству дает космос, космическая деятельность, какие тонкости есть в регулировании этой деятельности, как много открытых, сложных вопросов. Видеть этот интерес, его разжигать и поддерживать — это очень приятное дело. И здорово, что ребята интересуются международным космическим правом, пишут выпускные квалификационные работы и по классическим темам, например, ответственность, связанная с космической деятельностью. Есть особенности отличительные именно в этой сфере. Также пишут и на появляющиеся вот в текущие дни проблемы, например, использование искусственного интеллекта, технологий искусственного интеллекта в космической деятельности. Ну, вы правильно сказали, что, конечно, это требует времени и усилий. Хочется, ввязываясь во что-то, выдать лучший результат. А это, конечно, требует дополнительной нагрузки, которая идет параллельно с работой в интерспутнике. А работа в интерспутнике кипит, продолжает кипеть. Где вы находите силы, вдохновение, возможность расслабиться, перезагрузиться, наполнить свой ресурс? Очень здорово снимает усталость умственную физическая нагрузка. Много времени уделяю спорту, когда в Москве, когда не в командировках. Каждый день хожу в тренажерный зал, работаю с тяжелыми свободными весами вместе с тренером, потому что готовимся взять разряд по жиму штанги лежа. Развиваю не только силу мышц, но и скорость мышц. Для этого требуется участие в тренировках по боевым искусствам. Конечно, думаю, это помогает восстановиться, помогает, что называется, перезагрузиться. По графику обычно получается так: заканчивая рабочий день, иду в спортзал, и по завершению тренировок немножко вновь нахожу в себе силы вернуться к работе, еще некоторые вопросы дорассмотреть, доделать. Это, конечно, помогает и снять нагрузку, и зарядиться энергией. Иногда после работы уже утомленно, много проблем крутится в голове, и думаешь, ну какой вот спортзал? Но когда приходишь, втягиваешься, по окончании тренировки понимаешь, что уходишь с гораздо большим запасом энергии, чем был, когда ты пришел. Спорт очень помогает. И, наверное, так скажем, топе моих увлечений профессия на первом месте, на втором месте с достаточно серьезным моим отношением — это спорт. Что еще помогает? Может быть, какие-то мелкие привычки, какой-то распорядок дня? Потому что я представляю, что у вас такая серьезная работа, еще и преподавание, еще и очень серьезный спорт. Это значит, вам нужно свой день выстраивать очень четко, очень продуманно и выдерживать график, который вообще позволяет всем этим заниматься. Планирование как привычка помогает, когда ты представляешь себе свой календарь на несколько месяцев вперед, в какие дни будут мероприятия, к которым нужно подготовиться, или поездки. Это, кстати, достаточно забавно, потому что я с легкостью называю день недели любой датой в будущем, которую мне называют. Иногда занимаюсь некоторыми вопросами сильно заранее и загружаю этими вопросами, например, своих коллег по международной правовой службе. Я думаю, иногда они искренне не понимают, почему я начинаю задавать вопросы, которые встанут через несколько месяцев. Но я думаю, ребята уже убеждались неоднократно, что, во-первых, это дает возможность обдумать серьезные вопросы с разных сторон. Я думаю, всем знакомо это чувство, когда вдруг в голову приходят мысли о задачах, которые ты уже отставил на второй план, и есть возможность вернуться к этим задачам и решить их правильно или наилучшим образом. Второй, наверное, важный аспект, когда выстраиваешь решение вопроса от начала до конца, даже если это процедура, занимающая несколько месяцев, когда ты понимаешь, на каком этапе какой документ тебе потребуется, и ты подходишь к вопросу таким образом, что на твоем столе сразу лежит полный набор документов,
что, наверное, тоже моим коллегам может не нравиться в постановке задач мною, потому что я прошу всегда разложить полную картинку. И только она дает возможность оценить решаемую задачу от начала до конца, на любом из этапов увидеть, где может ждать сложность, и попытаться ее решить на том этапе, который предшествует. Это возможно только если ты планируешь, что называется, в долгую. На мой взгляд, очень важно следить за отраслевыми средствами массовой информации. Занимаясь международным космическим правом, конечно, отслеживаю, что происходит в космической отрасли в целом. И эта информация о том, как развивается космическая деятельность, какие проекты реализуют, она помогает лучше понять и регулирование, куда развивается регулирование. Я думаю, это важно, независимо от того, какой отраслью занимаются специалисты, следить также и за теми новостями, которые появляются. Еще, конечно, очень важна поддержка близких. Люди, успешные в профессии, зачастую уделяют профессии большую часть своей жизни, и это может получиться только если близкие помогают, всячески поддерживают, мотивируют, гордятся. В этом плане мне повезло, и особенно с учетом графика, треть или как минимум четверть года, а то и половину я могу находиться в командировках, и всегда спокойно за дом, что все будет в порядке. Конечно, близкие нас заряжают и своей поддержкой стимулируют на развитие. Для вас право, юриспруденция – это всегда была работа мечты? Ну, скорее ответ нет. Все-таки, наверное, доли моего собственного желания в принятии решения об образовании было немного. И не могу сказать, что всегда работа юриста как-то интересовала, увлекала. Был яркий момент, который я упоминала, корпоративное право. Это, конечно, я думаю, одна из интереснейших отраслей права. Но большая часть, конечно, работы не столь увлекательна, если работать там, с договорами, коммерческими контрактами, даже крупными контрактами, что тоже в определенной степени интересно, когда ты можешь рассчитать цену сделки и увидеть, какое давление вот эта сумма может на тебя оказать в смысле ответственности и доверия, которое тебе оказали заниматься этой сделкой. Но все равно я бы не назвала эти направления прям поистине интересными. Наверное, отдушина, увлечение — это то, что связано с международным космическим правом, то, что связано с международными отношениями. Очень увлекает возможность видеть работу на международных площадках, ценить действительно работу и дипломатов, и юристов, находиться в этом в процессе обсуждения, дискуссий. Вот это увлекает. О каких-то менторах, ролевых моделях, может быть, можете сказать, на кого вы ориентировались, когда учились, когда выбирали вообще международное право своей профессией? Здесь, наверное, с глубокой благодарностью вспоминаю тех, кто в свое время поддержал, поверил при назначении на должность, при направлении в командировки на значимые международные события. Я помню, что первая Всемирная конференция радиосвязи Международного союза электросвязи для меня состоялась в 2015 году. И знать о деятельности организации, читать ее документы — это одно, а оказаться в гуще событий на самой конференции — это совершенно другое. И надо еще сказать, что Всемирные конференции радиосвязи, они и без того уникальны, специфичны. Это слет 5-6 тысяч представителей разных государств, которые занимаются связью, для того, чтобы выработать те нормы, которые актуальны по состоянию на сейчас. И уникальность заключается еще в том, что раз в 4 года происходят вот эти конференции, которые позволяют обновлять раз в 4 года регламент радиосвязи, который является международным договором. Я думаю, сложно найти международный договор, который бы с частотой раз в 4 года обновлялся, чтобы реалистично отражать ситуацию развития техники, технологий и ее регулировать достаточным образом. И поэтому у всех делегатов есть понимание, что либо они договариваются сейчас на этой конференции, либо окно возможностей отодвигается на 4 года. Это отражается и на графике заседаний.
В 7-8 утра начинаются собрания региональных групп или национальных делегаций. Дальше интенсивно идут заседания пленарные, комиссии, групп, подгрупп. Многие идут в параллели. Официальные заседания могут заканчиваться в 11 вечера, в полночь, ночью, при том, что на следующий день работа начинается опять же такая. Конечно, это делегации в основном состоящие из большого количества специалистов, но вот это вот кипение, варенье, наверное, нельзя назвать это суетой, потому что у всех есть четкий план, какую задачу он или она решают быстро и в какой конкретно локации. Но я, оказавшись на этой конференции, я не могла понять ничего. А еще же для ускорения коммуникации специалисты используют сокращенные названия. И мне очень повезло. На этой конференции российские коллеги, кто давно работали в Международном союзе электросвязи, помогли разобраться, подключали к своим обсуждениям и своим собраниям, что позволило, конечно, понять вообще саму конференцию, суть, остроту момента и решаемых вопросов. Но и то не в полной мере, потому что в своей коммуникации они использовали сокращенные термины, какие-то номера, которые мне ни о чем не говорили. То есть можно было на совещании услышать что-то по 1.13 «мынок на их мод». Это не давало мне возможности понять, о чем разговор. И поясняли, там «нок» — это, например, «no change». То есть используется аббревиатура, значит, мы выступаем за невнесение изменений. МОД как раз-таки за внесение изменений. Очень четко понимаешь, как распределены вопросы по повестке дня. И только тогда можешь начать получать просто информацию о происходящем. Я не говорю про то, что отстаивать какой-то свой интерес. В целом, вот эта система менторства на крупных международных мероприятиях, она может быть в рамках официальных программ или когда старшие товарищи помогают молодежи. Мне кажется, она очень важна для того, чтобы позволить плавно, что называется, въехать в происходящее, обогатиться знаниями и научиться приносить какую-то пользу своей делегации и вносить вклад в развитие. Аналогичный опыт первого участия в сессиях Комитета ООН по космосу, его подкомитетов. Точно так же эксперты, которые собираются там каждый год и понимают друг друга с полуслова, в выступлениях тоже не всегда было понятно, говорят они о международном космическом праве или какие-то формулы математически демонстрируют на экране, потому что цифры, какие-то аббревиатуры. Естественно, когда ты начинаешь участвовать в этих мероприятиях на постоянной основе, уже не только улавливаешь содержательную часть дискуссии, но также начинаешь читать, что называется, между строчками, когда понимаешь, к чему идет подводка, какие интересы кто пытается защитить. Это, конечно, опыт очень ценный, и он также, наверное, позволяет научиться ценить консенсус, который достигается трудом и личных вкладов специалистов, и умение слышать, рассказывать свою позицию и достигать взаимоприемлемых решений. Иногда рассматриваем с ребятами, студентами тексты международных договоров, и всегда найдется возможность покритиковать. Здесь не совсем понятно написано, вот здесь бы мы написали лучше, а здесь в принципе ерунда какая-то. Конечно, если бы каждый из нас взял листок и ручку и от начала до конца написал бы свой идеальный международный договор по космосу, наверное, бы итог нас устроил. Но когда ты видишь, каким трудом даются дискуссии, каким трудом достигается каждое согласованное предложение, ты иначе смотришь на результат, на тот международный договор, который в непростых обстоятельствах государства смогли согласовать и принять на себя как международное обязательство. Иногда бывает даже забавно следить за обсуждениями на английском языке, когда очень много неносителей языка участвуют в согласовании документа именно на английском. Он чаще всего все-таки применяется. А носители языка тоже достаточно спокойно смотрят на формулировки, которые предлагаются. Иногда, конечно, говорят, ну тут не совсем по-английски, но если они также понимают, что согласие
может быть достигнут именно там с этим предлогом или именно с этим артиклем, конечно, перфекционизмом не занимаются на таких площадках, а стараются беречь тот консенсус, который получилось достичь. Это, конечно, позволяет оценить международное право немножко с другой стороны. Не как набор букв, которые ты читаешь, и насколько он тебе симпатичен, а как те усилия, которые многие-многие специалисты вложили для того, чтобы это стало возможным. Также богатый опыт удалось получить, участвуя в разных международных экспертных проектах. Сложились добрые отношения с канадским университетом МcGill, который реализует многие интересные проекты, в том числе в области международного космического права. Чаще всего это выглядит как созыв группы специалистов, которые не представляют организации или государства, но являются специалистами из разных стран, что позволяет на одну проблему взглянуть с разных точек зрения. И участие в таких проектах, на мой взгляд, помогает развиться профессионально не меньше, чем в ходе обучения в университете. Когда на одну и ту же проблему взгляды раскрывают специалисты из разных стран, иногда кажется, что они не понимают, что они говорят. Нет, все не так. И мне даже неловко признаться, в один из первых таких проектов, в котором я участвовала вот с коллегами в Канаде, я не могла понять, как такие простые вещи не знают мои коллеги. И мне казалось, ну если вы этого не понимаете, о чем с вами можно вообще говорить? Мне стыдно сейчас об этом вспоминать, но это на самом деле дало возможность переоценить свой подход к возможности слышать другие взгляды. И единственное, на что можно обратить внимание, на что, наверное, нужно обратить внимание каждому из нас, независимо от того, какой точки зрения мы придерживаемся, необходимость ее умело раскрыть. Когда, например, мы с вами говорим там о каких-то простых вещах, что можно назвать там дважды два — 4, мы как-то достаточно быстро переходим к следующему этапу рассуждения, исходя из того, что наш собеседник понимает это, и другого варианта быть не может. И как раз получилась такая же ситуация, когда коллега из Штатов видимо, перескакивает то, что для него было абсолютной истиной, к следующему аргументу. Я не могла понять, как можно прийти к этому тезису, потому что я-то знала совершенно другую аргументацию. Но когда мы сумели услышать друг друга, задать друг другу правильные вопросы, это было очень отрезвляюще. Во-первых, это дает возможность понять, что аргументированных точек зрения гораздо больше, чем ты успел узнать в своей среде. Во-вторых, это дает возможность правильно задавать вопросы и понимать причину несогласия. Такого рода проекты, конечно, очень обогащают. А что вообще вам больше всего нравится в вашей работе? Прежде всего, что вдохновляет, это возможность увидеть, как рождаются нормы международного права, уникальный опыт работы в Интерспутнике, связанный с тем, что Интерспутник имеет статус постоянного наблюдателя в Комитете ООН по космосу, а это как раз та международная площадка, где были разработаны все 5 договоров ООН по космосу и большое количество рекомендаций и других документов, регулирующих космическую деятельность. Этот опыт, конечно, уникален. Кроме того, есть возможность принимать участие в мероприятиях Международного союза электросвязи, который, в свою очередь, разрабатывает международные нормы, регулирующие порядок использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит. Интересно, наверное, и то, что позволяет реализовать в определенной степени любовь к корпоративному праву, которая была у меня в самом начале профессионального пути в Интерспутнике. Также есть органы управления, которые состоят из представителей государств-членов, это Совет и эксплуатационный комитет. И, конечно, мы, как секретариат, который обеспечивает поддержку работы этих органов, готовим материалы, рассылаем проекты решений, бюллетеней, организовываем проведение сессий этих органов. Это хоть и не подпадает под регулирование национального корпоративного права, тем не менее, по большому счету, таковым и является. Это поддержка работы руководящих органов. Здесь, наверное,
Также здорово, и можно назвать работой мечты, возможность путешествовать. Например, в прошлом году совместная сессия Совета эксплуатационного комитета проходила на Кубе. В этом году она будет проходить в Лаосе. Здорово иметь возможность, что называется, объехать весь мир, особенно когда ты можешь совмещать удовлетворение от посещения новых стран с работой. Какое ваше самое большое достижение в Интерспутнике, как вы считаете? Наверное, связанное как раз с международным космическим правом. Я упоминала, что космическую деятельность регулирует 5 договоров по космосу, и 4 из них позволяют международным организациям, которые занимаются космической деятельностью, воспользоваться механизмом, чтобы принять права и обязанности из этих договоров. Но такого механизма нет в договоре по космосу, ключевом договоре, первом договоре, тот, который иногда называют Конституцией международного космического права, который закладывает фундамент. Такой возможности нет, только государства являются его сторонами. Но что интересно, есть положение, которое предусматривает ответственность международных организаций. То есть, если космической деятельностью занимается международная организация, то ответственность за такую деятельность несут и государства, которые в ней участвуют, и сама организация. И по вопросу ответственности государств сомнений нет. Если вы участвуете в международной организации, конечно, там имеете возможность принимать какие-то решения и являетесь стороной договора по космосу, вы в силу этих оснований ответственность несете. Но много достаточно обсуждалось, на каком основании международная организация будет отвечать по положению договора по космосу, стороной которого оно не является. Обратив внимание на опыт односторонних заявлений государств, принимая права и обязанности по другим договорам, по механизму, который туда заложен, одновременно мы сделали и заявление о том, что принимаем на себя обязанность соблюдать положение договора по космосу и принимаем на себя ответственность за соблюдение положения договора по космосу. И далее, конечно, следовала достаточно длительная, предусмотренная договорами процедура, уведомление депозитариям, доведение этой информации и до управления ООН по вопросам космического пространства, которое занимается сводом получаемой от депозитариев информации. И в 2018 году органы управления Интерспутника это решение поддержали. В 2019 году мы доложили об этом на площадке Комитета ООН по космосу, где, кстати, российская делегация, которая является депозитарием, в том числе договора по космосу, в своем выступлении отметила, что Международная организация космической связи Интерспутник стала первой организацией, которая приняла на себя ответственность за выполнение договора по космосу. Здесь, наверное, вклад нашей команды в то, что такое смелое начинание в международном праве, в международном космическом праве, затрагивающее вопрос ответственности международных организаций, не столь детально проработанных. Конечно, мы гордимся этим и с точки зрения, так скажем, внесения вклада именно в развитие международного права, но также то, что стояло за этими решениями, нам казалось правильным, чтобы уровень ответственности организации был не меньшим, чем участвующих государств. В этом есть определенная логика, и вот такие заявления мы сделали. Очень много говорите о том, какую большую работу ведет Интерспутник, да, как организация, и о его роли. Как вы для себя видите свою роль и свое место в международном праве? Думаю, что возможность внести некий вклад и удовлетворить собственный интерес позволяет, опять же, участие в работе организации системы ООН. Это достаточно интересный опыт. Особенно он вознаграждается, когда видишь в действующих документах свои предложения. Возможно, они небольшие, точечные, касающиеся определенной сферы деятельности, в которых есть экспертиза, но это на самом деле очень окрыляет. Ты видишь свой след в международном праве. Но, наверное, больший вклад мне видится, что я могу внести именно преподаванием, поскольку есть эта уникальная возможность рассказать ребятам о том,
как происходит разработка всего того, что мы обсуждаем, и какая логика стоит за каждым словом, и почему так, и не по-другому. Здесь вот эта возможность работать в интерспутнике и получать информацию, что называется, из первых рук, посещая те международные площадки и рассказывать ребятам об этом опыте, я думаю, это ценно. И видя позитивную обратную связь и заинтересованность, мне кажется, в этом тоже я нахожу возможность реализовать себя и внести вклад. Образ международного космического права, который у вас был, когда вы начинали учиться, начинали только работать, и то видение, которое у вас сложилось по прошествии стольких лет в профессии, насколько они вообще совпадают? На самом деле они полностью различаются. Когда изучаешь международное право, исходишь из того, что тексты международных договоров, другие нормы — это те писанные правила, которые ты воспринимаешь как регулирующую ту или иную сферу. Когда ты начинаешь работать в этой сфере, ты скорее обращаешь внимание на то, что международное право создается государствами, для государства. И именно государство имплементирует это международное право в свои национальные акты и реализует те права и обязанности, которые этим международным правом для них предусмотрены. И твое видение может отличаться от видения государств, и ты понимаешь, что видение государств гораздо важнее. Другое различие, наверное, еще можно найти в наших ожиданиях от международного права. Если мы смотрим на него как специалисты, чаще склонны говорить: государство обязано сделать это, государство обязано сделать то, и вот такие есть еще обязанности. Но когда смотришь на ту же норму глазами государств, то понимаешь, что они менее склонны толковать какие-то, может быть, неоднозначно выраженные обязанности, как существующие. И в целом это, наверное, понятно, потому что речь идет либо о наших ожиданиях от актора, либо от действий, которые этот актор должен сделать. Здесь, конечно, тоже иногда наблюдается различие. Традиционно мы просим наших гостей дать какие-то советы, рекомендации тем, кто только начинает вообще свой путь в международном праве. Прежде всего, наверное, обращу внимание на иностранные языки, которые совершенно незаменимы в этой работе. Ориентируясь на свой опыт, исхожу из того, что 6 официальных языков ООН важны, и у нас уже есть конкурентное преимущество, мы владеем русским языком. Также я бы исходила из того, что очень важно знать английский язык, поскольку многие формальные, неформальные консультации, совещания, заседания, собрания проходят все-таки на английском языке. Зачастую либо времени для заседания не хватает и перевод прекращается, либо достаточно большой блок вопросов решается, что называется, в неформальном порядке. Без владения английским языком, конечно, эта работа была бы затруднительной или невозможной. А выбирать уже второй и последующие иностранные языки после английского, наверное, ориентируясь на как раз 6 официальных языков ООН, в свое время, выбирая второй иностранный язык, на мой взгляд, я поступила недостаточно разумно, я выбрала итальянский. И, возможно, прекрасная страна, красивый язык, я не вспомню, что мной двигало. Тем не менее, спустя год я поменяла итальянский на французский язык. И сейчас продолжаю развивать его как второй иностранный язык. Конечно, без практики поддерживать его на высоком уровне затруднительно. Я могу слушать выступления на французском языке, но сама, конечно, в профессиональной среде использую только русский и английский. Тем не менее, наверное, если бы вот этот выбор мне нужно было сделать сегодня, вторым иностранным языком я бы выбрала испанский. Он не менее красивый, он, как принято считать, легче, на нем говорят очень-очень много делегаций. Вот здесь, наверное, я бы выбрала его. Что касается других рекомендаций, мне кажется, на профессиональном пути нужно придерживаться определенного стержня, который будет внутри. Это и ответственность за каждое написанное слово, за каждое сказанное слово, когда ты можешь объяснить, почему именно такие формулировки ты выбрал. Я думаю, что здесь должна быть абсолютная аккуратность в письме.
на любом из языков, которым ты владеешь. Кроме того, ответственность должна быть и в рамках соблюдения договоренности. Чаще всего я имею в виду сроки. В каких-то проектах, крупных работах, когда очень много завязано на большое количество вовлеченных специалистов, не соблюсти какой-то срок непозволительно, мало того, что может развалить проект, и, я думаю, может стать причиной, по которой больше такого специалиста не пригласят, независимо от уровня его знаний, поскольку просто не смогут положиться. В этом плане, мне кажется, ответственность очень важная черта, которую нужно в себе развивать. Кроме того, мне кажется, важна профессиональная честность. У нас могут быть разные мнения, разные взгляды на тот или иной вопрос, но, наверное, отстаивать и объяснять стоит то, во что сам искренне веришь. Бывает так, что с профессиональным развитием мы меняем свои профессиональные взгляды, но то, что я имею в виду, вряд ли в своих профессиональных оценках стоит ориентироваться на условно мнение большинства. Опять же, это бывает не столь важно для каких-то международных проектов, потому что чаще хотят разные критические взгляды. Поэтому отсутствие страха выражать свою позицию, аргументированную позицию, которую ты можешь объяснить, я думаю, это важно, и это действительно ценится. Универсального рецепта, наверное, нет, и профессиональные пути разные. Тем не менее, всегда есть место случаю, который работает либо на нас, либо против нас. И здесь, наверное, важно поставить планку быть на голову выше, чтобы быть уверенным, что, несмотря на то, какой стороной повернулась фортуна, мы своего успеха обязательно добьемся. Елена Леонидовна, хотела поблагодарить вас за чрезвычайно увлекательный и интересный разговор и погружение в такую непростую отрасль, как международное право, и честный и открытый рассказ о таком богатом и разностороннем профессиональном пути. Большое спасибо вам за уделенное время и за приглашение. Очень рада присоединиться к этому проекту и провести с вами время.